Одиссея – потрясающая, завораживающая, динамичная, полная загадок, мифических существ любви и красоты. Одиссея – это начало начал, это знакомство с первопричинами и вечные поиски истины. И именно здесь мы наконец узнаем самую страшную тайну, после которой человеческий мир изменился. Одиссея не была моей первой игрой про ассасинов, и на самом деле только со второго раза я смогла влюбиться в нее. Когда я только начала, то мне показалось, будто она слишком замудренная. Очень много заданий, непонятная прокачка, и создавалось ощущение, будто огромное количество предметов в игре навалено горой без разбора. Однако, начав Одиссею заново уже через год, я влюбилась. Влюбилась настолько, что весь месяц я играла только в нее. Да, определенно, сама Греция влюбила меня, и мне бы никогда в жизни не хватило бы столько денег и физической выносливости, чтобы обойти ее всю. А залезть на статую я бы в принципе не смогла. Это единственная игра с таким огромным масштабным миром Древней Греции, которая влюбляет в себя с первых кадров. Это голубая чистейшая вода, атмосфера и тепло, которое передается в твое сердце через экран, и ты даже не понимаешь, что именно тебе так сильно понравилось. То ли это был Алексиус или Кассандра, то ли забавные квесты с Алкивианом и Маркосом, то ли мифы Древней Греции вдохнули в тебя жизнь, или же ты захотел узнать тайну Атлантиды. Именно в дополнение Атлантиды мы и узнаем все, о чем мы даже не подозревали в прошлых частях. Сам путь к Атлантиде для меня стал одним из самых интересных пройденных дорог за всю историю игровой индустрии. Это были времена не просто Древней Греции, а вечной войны между Спартой и Афинами. И, конечно же, мы должны были родиться в самом опасном месте. Здесь разворачивается несколько историй, которые переплетаются между собой, но самая главная история – это история о нас. Мы являемся ключом преткновения, и именно мы должны раскрыть правду и снова спасти мир. В данном случае спасти не просто какую-то пару-тройку людей, а действительно мир, как свой, так и Атлантиды. Я играла за Алексиуса, а не за Кассандру. Я не играю за женских персонажей, я чувствую себя некомфортно. Поэтому дальнейшее повествование я буду вести с учетом выбора Алексиуса. Сама Одиссея стала для моего сердца домом, в который я всегда хочу вернуться. Однако, включая плейлист композиций, я сразу вспоминаю тот огромный пройденный путь, который я проделала и в который в основной игре заканчивается у двери Атлантиды. Я не могу сказать, что сюжетное повествование и дополнительные задания прошлись на одном дыхании. Однако это единственная игра с такими масштабами, которую я не смогла забросить и которая принеслась вместе со мной за месяц. Без выходных и праздников, без перерывов и отдыха. Я не могла выйти из нее не потому, что были какие-то технические проблемы, а потому, что я не хотела. Потому что музыка на фоне будто бы приглашала меня к себе и показывала, что для тебя еще есть много всего интересного. Потому что такие захватывающие виды и такую природу я не видела нигде. Потому что Одиссея показала мне не только леса, поля и глубокое море, а также бои и монстров, загадки и сокровища, небывалой красоты доспехи и приятных персонажей. Я побывала на различных островах, я путешествовала и плавала на волнах, я искала самые скрытые тайны человечества и чувствовала, что уже близка к истине. Однако спустя какое-то время оказывалось, что я еще только в начале пути. Мне понравилось, что Одиссея не про каких-то врагов, которые никому не интересны. Мне понравилось, что Одиссея про ту самую настоящую историю, которая развивалась на протяжении 10 частей. И именно в 11-й мы не только помогали правителям и занимались поиском своей семьи, мы в первую очередь занимались поиском себя. Можно приписать это не только к саморефлексии, и вместе с тем мы знакомились с новыми персонажами и пытались найти свое место в жизни. Место наше оказалось очень и очень странным. Мы были не просто какими-то мелкими людишками. Нет, такая жизнь не для нас. Благодаря нашему происхождению мы смогли не только пройти весь путь обычного человека, а также почувствовать себя в неком смысле богом. Добраться до Атлантиды было непросто. Элизиум влюбил себя еще сильнее, чем сама Греция. Его красота была необъятной и недолгой. В царстве Аида все напоминает тебе о том, что нет в мире чего-то вечного, и у всего есть материальный конец, и вместе с тем, после Греции, мифологии, Элизиума и царства Аида, мы возвращаемся в наш истинный дом. Дом, из которого все зародилось, из которого появилось все живое, и то место, которое могло бы стать для нас последним пристанищем, если бы не произошло то, что произошло. Многие обходят эту часть стороной по своим личным причинам, и я не могу их осуждать. Мы все играем лишь то, что нам интересно, однако я хочу показать вам, что Одиссея — это не только бесконечный гринд, от которого я была в полном восторге, а также та самая история, которую мы все с вами так ждали. Обычные враги меня не интересовали нигде. Во-первых, их было много, а во-вторых, они сменялись постоянно. Зато истина одна, и до нее мне хотелось докопаться всегда. Это не тот случай, когда история была написана изначально. Она дорабатывалась, менялась и корректировалась во время выхода последующих историй. И мне даже не верится, что наконец-то мы узнаем
узнали про Ису все. Кто они, что они сделали, где они живут и как выглядит их мир. Это единственное, что мне было интересно из всей истории ассасинов. Не то, каким клинком они будут пользоваться, а то, откуда появились артефакты, кто такие Ису и почему все в этом мире происходит так, как происходит. Кто главный в этой истории, кто создал эту историю и по каким принципам она строится. Она на протяжении уже 11 проектов, на протяжении нескольких тысячелетий человеческой истории и еще сколько лет в истории Ису. Это удивительная история, впервые показанная в 2007 году и на протяжении 15 лет менявшая историю, создавая историю с нуля, выпустив аж 23 проекта, из которых 12 это сюжетная часть, а 11 это дополнительные проекты, выходившие как эксклюзивами, так и платформерами на различные устройства. Собрать воедино всю концепцию невозможно из-за огромного количества маленьких историй, разных ассасинов, их врагов, однако где-то было начало, и эта маленькая первая семечка появилась именно в Атлантиде, в месте, где господствовали другие существа, хоть и были похожи на нас. И пусть это красивая сказка, которая увидела свет на экране, пусть она имеет свои недочеты, неточности, и пусть это выдумка и игровая легенда, несмотря ни на что, несмотря на предвзятое отношение, несмотря на сильную измененность изначальных проектов, так и продолжает существовать, развиваться и дополняться, ведь настоящая история не имеет конца. Мы так многого не знаем, мы так многого еще не видели. Mirage, последующие проекты, космос, ведь Ису приближена к космосу даже больше, чем люди, и, конечно же, война. Последняя, эпическая и окончательная победа или поражение. А может, это все было зря? Столько веков, столько людей, столько ассасинов, и все зря. Может быть, Ису не смогут снова в очередной раз помочь людям, и мир будет уничтожен. Однако эти мысли возникли у меня именно в Одиссее, в дополнение Атлантида, и Алексиус, как никто другой, идеально подходит для этой роли. В Одиссее наш главный герой не только спартанец и прекрасный мужчина, а также его происхождение позволило Алексиусу получить больше информации, чем кому бы то ни было. Артефакты по всему свету не просто так откликались на его зов. Посох Трисмегистра — это не просто игрушка или какая-то палка. Даже его отец, положив всю свою жизнь, так и не смог приблизиться к истине даже ни на каплю. В отличие от Алексиуса, которого изначально выбрали Ису для своих дел. Именно в дополнении ты ненароком задумываешься о человеческом происхождении. О том, что же на самом деле случилось очень и очень давно. Кто-то верит в инопланетян, кто-то в эволюцию, а кто-то в Бога, и каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался об этом. Пусть это и не настоящая история, однако ее реализация и повествование можно перенести на реальную жизнь и представить, как бы мы себя чувствовали, если бы с нами случилось то же самое. Ведь никто до конца не знает о космосе и его обитателях все до мельчайших крупиц. Мы и сами о себе мало что знаем до сих пор, а о нашем происхождении тем более. И когда мы видим какое-то объяснение, пусть и нереальное, в нереальном мире, мы будто бы немножечко успокаиваемся, и наш мозг, и сердце чувствуют себя комфортно. Кто-то скажет, что я слишком впечатлительная, однако, дорогие мои, так оно и есть. И благодаря этому я могу рассказывать, приукрашивать и видеть в этом мире чуть больше прекрасного, чем остальные.